Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Знали ли вы, что после революции в России появились бандиты с высшим образованием, воинским опытом и знанием нескольких языков? В Российской империи с преступностью боролись всерьез. Перед революцией на Международном криминологическом конгрессе в Швейцарии московский уголовный сыск был признан лучшим среди европейских стран. Но гражданская война свела на нет все усилия царского сыска. На улицы российских городов хлынули преступники, социально близкие большевикам, и количество грабежей, убийств и изнасилований выросло в десятки раз. Тюремный мир раскололся надвое. Одной его частью руководили матерые каторжане-уголовники, уркаганы, а второй – жиганы, вчерашние белогвардейцы или царские офицеры, ожесточенные войной. Уркаганы получили свое прозвание от каторжного слова «урок» – задание, которое давалось на день каторжанам в забое и которое нужно было в обязательном порядке выполнить, чтобы получить пайку – еду. В обиходной речи каторжане искажали слово, ставя ударение на последнем слоге. Урки – на урках. Например, на казенных урках далеко не уедешь. За сотни лет слово трансформировалось в название самих каторжан, их стали называть урками, уркачами или даже уркаганами. В начале 20 века уркаганами стали звать самых отмороженных преступников, у которых не было ничего святого и которые по собственным убеждениям не могли вернуться к нормальной жизни. Название жиган, жиганы тоже имели глубокие корни. В конце 19 века так называли сливки уголовного сообщества. До революции жиганы относились к фартовикам, во время революции название перешло на самых отмороженных бандитов, не останавливающихся ни перед чем. А после революции жиганами стали называть новых уголовников, большинство из которых были из бывших дворян, офицеров или студентов. Жиганы, пусть даже и озверевшие от войны, лишившиеся после революции всего, имели совершенно другой менталитет. Они были образованы, имели боевой опыт, знали языки и этикет, в прошлом у них была нормальная жизнь, семья. Многие, даже имея какие-либо сношения с криминальным миром, считали себя выше обычных уголовников и на дело никогда не ходили, предпочитая обделывать все чужими руками. Они были организаторами, подсаживали на наркотики беспризорников и босяков, заставляли их работать на себя, прибегая к шантажу. И таким образом организовывали преступные сообщества воров или контрабандистов. Так, в детективном романе советского писателя Николая Шпанова «Домик у пролива» описывается некий жиган Семенов, который организовал армию спиртоносов, таскавшую для него контрабандой спирт из-за границы. А писатель Александр Сидоров, Фима-жиганец, специализирующийся на криминальном мире, указывает, что в середине 1920-х годов в Ленинграде бывший казачий Исаул Дубинин сумел организовать союз советских хулиганов, в который входило больше сотни молодых преступников. Сам Дубинин на дела не ходил, средства к существованию ему доставляли подопечные, добывавшие их воровством и грабежом. Воровских законов, которых придерживались уркаганы, жиганы не признавали и предпочли создать свой собственный кодекс, гораздо более жесткий. По факту именно с ними было связано появление таких законов уголовного мира, как обязанность никогда не заводить семью, не иметь детей, не иметь собственности, никогда и ни при каких обстоятельствах не сотрудничать с властями, а главное – никогда не работать. Белая кость должна была всегда оставаться белой. Единственным способом добычи денег становилось криминальное ремесло, воровство, грабежи, мошенничество и картежная игра. Отличить уркагана от жигана можно было по одежде. Жиганы предпочитали одеваться элегантно, иногда даже броско. Во времена НЭПа даже появилось слово «жиганить», то есть модничать. Они предпочитали клетчатые пиджаки, лакированные штиблеты, любили трости и шляпы, щеголяли перстнями. С флота к жиганам пришли элементы морской моды, тельняшки, брюки, клёши, капитанские кепки. Уркаганы одевались подчеркнуто просто. Носили пиджаки в елочку, широченные штаны с напуском, сапоги гармошкой, молокозырочку и обязательно длинный белый шарф, обмотанный вокруг шеи. Большевики быстро поняли, что с уголовниками нужно кончать, и уже с 1922 года стали восстанавливать сыск, приглашая в него работать и дореволюционные кадры. Например, уголовный сыск в Петрограде был на 50% укомплектован опытными ищейками. Большая часть архивов была уничтожена,
Однако опытные сыскари по памяти восстанавливали списки особо опасных преступников. Большим подспорьем в борьбе с бандами стало появление в уголовном законодательстве СССР 59-й статьи, по которой жестко карались особо опасные преступления против порядка управления, проще говоря, бандитизм. По этой статье организаторы и участники банд карались сроками от 3 лет и вплоть до расстрела. Для сравнения, за воровство могли дать 3 месяца исправительных работ. Введение этой статьи стало одной из причин краха Жиганов. Теперь, когда за участие в банде можно было схлопотать расстрел, многие босяки не захотели рисковать и решили вернуться к одиночному воровскому промыслу. Кроме того, дала свой результат и борьба с беспризорностью. Вчерашние сироты, промышлявшие на улицах то чем, получали образование на рабочих факультетах, становились специалистами, вливались в общую массу советского народа. Опираться на них было уже невозможно. Были и те, кто, повзрослев, не хотел оставлять уголовный мир, но и ходить под жиганами у молодых преступников желания тоже не было. Они сами были рады занять место главарей. К тому же нельзя было не считаться с матерыми рецидивистами, которые уже освоились при советской власти и хотели вернуть себе лидирующие позиции. Так началась война уркаганов с жиганами. В этой войне уголовный сыск оказался на стороне урок, ведь преступления жиганов часто носили явно политический характер, они натравливали преступников на мирных советских граждан. Война была короткой, и жиганы проиграли ее почистую. Против них оказались все – власти, обыватели и уркаганы. К середине 1940-х годов от жиганов остались только воспоминания. Одни из них сгинули в сталинских лагерях, других убили вчерашние подельники и подчиненные, третьи погибли в перестрелках с работниками уголовного розыска. Война уркаганов против жиганов развернулась и в лагерях, причем велась она при полной поддержке урок лагерным руководством. Жиганов помещали в плохие условия и подвергали унижениям, тогда как уркам позволялось занимать хлебные места и подминать под себя мужиков. Некоторые жиганы даже отказывались от своих убеждений и переходили к уркаганам. Единственным местом, где жиганам удалось одержать верх над урками, стал лагерь на Соловках. Несмотря на то, что как раз в это время от жиганов к уркам перешли некоторые элементы моды, уркаганы предпочитали дистанцироваться от политических уголовников. С этой поры они стали всячески подчеркивать, что не имеют ничего против советской власти, но при этом остаются честными ворами. Вор стал считаться наивысшим звеном в цепочке преступной иерархии, а бандиты, вымогатели, убийцы, насильники и хулиганы заняли низшие ступени преступного мира. Парадокс, но когда в лагерях появился новый свод воровских законов, то оказалось, что в него вошли многие законы жиганов. Например, отныне честным ворам запрещалось иметь семью, служить в армии и сотрудничать с властями.